Добрый день. Недавно начался третий этап, и он там в игре «Моя соседка Алиса». У меня есть ролик на канале, я там рассказывал, как начать играть, показал некоторые квесты, здесь появится на него ссылка. Сейчас я расскажу, что же у меня получилось во втором этапе заработать, ну и немного про квесты этого третьего этапа. Значит, что же получилось во втором этапе? Есть вот такая вот таблица распределения наград. Я закончил второй этап на 358 месте. Награда 100 токенов Алис. Можно посмотреть курс, сейчас он 0,4 доллара. Получается где-то 40 долларов я получил за сезон, за второй этап. Этап длился около месяца, там то ли 26-28 дней. Трачу на игру в день, час-полтора. Это так, утром пройти, пробежаться, собрать ресурсы, вечером пробежаться, собрать ресурсы. Иногда один раз в день собираю ресурсы и закрываю квесты. Квесты, если у вас есть ресурсы, закрываются все очень быстро. И еще немного у меня получилось заработать на маркете. В конце прошлого этапа там был квест на ботинки. Ботинки ловятся на рыбалке, шанс на них небольшой, но рыбалка мне нравится, и я этим плотно занимался. Ну как плотно, занимался. Там потом немного приболел и уже мало играл. Где-то токенов 10-15 я заработал на маркете с ботинок. Мог бы и больше, но обстоятельства не получилось. Также вот подписчик в Телеграме показал, что он выставил, у него там накопилось много ресурсов, он там показал скрин, что выставил на маркет ресурсы за токен, и тоже эти ресурсы покупают, тоже вот показывает скрины, что он зарабатывает токен на маркете. Так что не обязательно ждать конца сезона, а можно зайти, накопать тех ресурсов, если у вас какие-то там остатки, или смотрите, какие ресурсы дорогие, выставляете их за токен и зарабатываете. Что же у нас по этому этапу? До конца третьего этапа осталось 23 дня, после этого будет еще четвертый этап. Можно посмотреть доки, что на ивент на весь выделено 500 тысяч токенов Алис. На третий этап 100 тысяч токенов. Я думал больше, наверное в четвертом будет еще больше. Тут не совсем корректно, что 9 сентября заканчивается, он заканчивается где-то 15-16 вроде сентября. Если считать 23 дня. И можно посмотреть распределение, вот таблица, как будет распределяться награда в токенах по местам. Так что делаете квесты, смотрите вот ваша позиция в лидерборде и уже приблизительно понимаете, сколько вы на этом сможете заработать. Теперь постараюсь кратко пробежаться по текущим игровым квестам. Квесты здесь добавляют каждую неделю, там социальные квесты, игровые квесты. Социальные квесты это там лайки и ретвиты в Твиттере, но в этом этапе написали, что будет меньше социальных квестов, а больше упор на игровые квесты. Игровые квесты я вот сейчас покажу, и также их добавляют каждую неделю. Если будут вопросы по новым квестам, у меня есть группа в Телеграме, здесь есть тема «Моя соседка Алиса», все ссылки будут в описании. Зайдите, почитайте, спросите, если какой-то будет вопрос, поможем, подскажем, расскажем. Что же, какие у меня квесты игровые сделаны? Изменить свою землю. Когда вы только, если вы только начали играть, получите землю, посмотрите первый ролик, сделаете все квесты, дадут вам свиток, чтобы перестроить свою землю. Нажимаете после этого L. У меня сейчас нету этого свитка. Перестраиваете, изменяете чуть землю, квест засчитается. Если вы уже давно играете и не знаете, где взять свиток, подходите к этому столику, вот такой столик Craft Table. И крафтите вот свиток. Свиток дешевый, можно его, конечно, купить на маркете, но зачем, если он, в принципе, дешевый. Так же само скрафтили свиток, нажали L, изменили чуть-чуть землю, квест засчитался. Следующий квест, что-то купить, продать на маркете 5 раз. Я уже в первом ролике показывал, там тоже был подобный квест. Перелетаете в любой город, нажимаете М, летите в город, находите там на мини-карте значок корзинки, это маркет, подходите к маркету, или продаете что-то, или покупаете. Если нету что продать, купите там самое что-то дешевое, что есть на маркете 5 раз. Следующий квест это рыбалка 101 поинт. Вот для этого и надо будет подписаться, зайти в группу, потому что часто встречаются такие квесты, надо будет найти определенную землю и на этой земле половить рыбу. В этом сезоне, то есть на этой неделе, земля 308-183. Также переходите в игру, нажимаете 308-183. Перелетаете на этот участок. Подходим к воде. Выбираем удочку. Закидываем.
Нравится мне рыбалка в этой игре. Надо будет купить, если у вас не будет наживок, там в городе можно наживки купить, самую простую удочку купить. Вот, рыба клюнула, держим в поле данную рыбу, подсекаем, все, рыба поймалась. После этого переходим в квесты и клеймим награду. Для того, чтобы закрыть 4-й квест и скрафтить Water Tank, вам надо будет иметь вот такой вот стол. Где найти рецепт на этот стол? Переходите вот в этот город. Находите NPC Юи. Ну, в общем, вот такой вот NPC. У меня уже все квесты у нее сделаны. Здесь будет знак, по-моему, восклицания, знак. Подходите, общаетесь, делаете квесты и пока не получите рецепт на стол. Стол крафтится вот тоже на крафтинг тейбл. Вот вроде вот, да, вот этот стол. Устанавливаете его. И здесь уже в нем находите Water Tank. Вот такой вот Water Tank. Для него рецепта не надо. Смотрите, какие надо ресурсы, добываете или покупаете эти ресурсы, крафтите стол, то есть крафтите этот Water Tank, и квест также засчитается. Какие квесты у меня сейчас в процессе? Есть вот такой вот квест, надо будет 10 раз съесть по 25 еды. Что это такое? Переходите в игру, покупаете семена, смотрите, какие здесь есть самые дешевые. Я чаще всего сажу вот такую вот пшеницу, потому что таких ресурсов у меня очень много. Покупаете семена, садите их, и пшеница еще хорошо, что ее надо всего лишь 2 раза поливать. После того, как посадили, собрали пшеницу, переходите в инвентарь, находите, где у вас эта пшеница или что вы там посадили. Вот у меня есть пшеница. Нажимаете съесть, выбираете именно 25 штук и кушаете. Все, съел пшеницу. Переходим в квесты. И получил я 10 поинтов. Так делаем 10 раз. То есть вам надо будет 250 еды вырастить. Чтобы выполнить следующий квест, у вас должна быть Т3 кирка. Сейчас покажу, где достать на нее рецепт. Перелетаете вот в этот город. Прилетели в город, надо будет найти NPC Will. У вас будет на миникарте там знак восклицания. Вот такой вот NPC Will. У него рецепты и на Т2 кирку, и на Т3 кирку. Вот делаете квесты, приносите ему ресурсы, пока не получите рецепт на Т3 кирку. Все инструменты крафтятся на вот таком вот верстаке. Находите, дадут вам рецепт на эту Т3 кирку. Смотрите, какие надо будет ресурсы, крафтите ее. И после этого на своем участке находите Т3 минералы. Вот эти вот у меня 2 минерала Т3. И когда они отреспаются, их добываете. И пока не закроется тот квест. Следующий квест, это надо будет закрывать ежедневный квест у Оли. В игре, когда вы сделаете все квесты на своем участке, останется вот такой вот NPC Оли. К нему подходите. Во-первых, надо будет каждый день, не забывайте, забирать немножко награды. Тут, по-моему, 17 монет дает игровых. И вот будет у вас квест. Если у вас не будет донатных зданий, да, я сюда задонатил аж 15 токенов Алис. Ну, во всяком случае, они уже окупились много раз. За эти 15 токенов я купил, сейчас покажу, вот такие вот премиумные здания. Они по 5 токенов. И после того, как я их поставил, у этого NPC появились дополнительные квесты. Квесты дают игровые монеты, мне их постоянно не хватает, ну не хватало, сейчас уже хватает, я на маркете начал торговать. Мне их не хватало, вот сдавал задания, получал игровые монеты. Так что делаете каждый день у него ежедневный квест и закрываете понемногу это задание на сайте. Следующее задание, это будет дорогое задание, потому что надо будет найти NPC Луис в главном городе. То есть перелетаете, сейчас покажу, вот это вот, я так понимаю, главный город. Вот такой вот NPC, надо будет закрывать здесь квесты, пока вы, пока не закроете тот квест, задание на сайте. Единственное, что на каком-то этапе это NPC перестанет давать вам квесты.
Сейчас покажу, что надо будет сделать, чтобы, ну, она продолжала давать задания. Надо будет вернуться на самый старт. Здесь есть вот такая вот пчелка Пэм. Вот у нее надо будет сделать все квесты. Когда вы закроете все квесты у Пэм, бежите снова к Луиз и продолжаете делать квесты. И пока не закроете вот этот вот квест. Но это будет дорогой квест, потому что там надо будет принести в самом конце 55 Т3 слитка минерала и 55 Т3 бревна. Это дорого, если покупать там на маркете, особенно минералы дорогие. Скрафтить пляжный зонтик. 100 поинтов. Переходите в игру. Подходите к этому столу, где вы крафтили Water Tank. Вбиваете Beach Umbrella. Но для него надо будет рецепт. Чтобы получить рецепт, придется закрывать квесты у Луиз. И последний квест на этой неделе. Скрафтить Garden Shed, но за это дают 500 поинтов. Скорее всего, это что-то донатное. Переходите в игру. Подходите также к этому Working Table. Garden Shed. Да, это стоит 12 токенов Алис. Не буду я в этом сезоне донатить, постараюсь сыграть без доната. Вот такая вот игра. Так что, если будут у вас какие-то дополнительные вопросы, поможем, подскажем. Заходите в группу в Телеграме. Вот моя соседка Алиса. Также есть разные темы с разными играми. Посмотрите, почитайте. Может, найдете что-то для себя интересное. Игра мне нравится. И тратится не так много времени. То есть час-полтора в день мне хватает. Я сюда уже не доначу. То задонатил 15 токенов, чтобы поставить дополнительное здание. Если у вас есть возможность, лучше поставьте. Потому что это дополнительные монеты. Монеты, пока вы разберетесь, как торговать, как это, монеты вам будут, ну, пригодятся в этой игре. Есть куда потратить. Также, если хотите что-то интересное, у меня есть канал в Телеграме. Здесь также есть разные игры, проекты. Все ссылки будут в описании. Зайдите, почитайте, посмотрите. Всем спасибо, всем хорошего настроения. До новых встреч.